Колпачкова Вера Ивановна, девичья фамилия Ортытегина. Живу в Теличках, Камчатский край, Алютовский район. Работаю методистом Кранотского государственного природного заповедника. Как обычно, после объявления вот этого карантина работающие продолжали работать, но уже с осторожностью, потому как мы еще не знали, что это такое. Соблюдали все меры предосторожности. Сейчас скажу, я лично с 3 апреля уже все посадили на удаленку. То есть вы работали из дома, да? Работала дома, принесла компьютер, был свой ноутбук. Естественно, интернет не брал толком, но мы еще не знали, что такое удаленка, как работать, как вести себя, что делать. По привычке ходили на работу, но всюду патрулировали полицейские машины. Нас предупреждали, напоминали о ковиде, что соблюдать дистанцию без уведомления, без причин не выходить на улицу, не сидеть на работе, сидеть только по домам. Все буквально сразу же: школу, садик, больницу, центр культуры и досуга. Мы, естественно, пока что еще не знали, что это такое. Немножечко нарушали, по привычке выходили, в магазин ходили, строго в масках, первое время в перчатках. Тоже строили нас расстояние 1,5 метра. Вообще были не подготовлены. Да, у нас же районный центр, там и полиция, там и все такие большие организации, администрация Алютовского района. Честно, не встречала, не слышала. Замечания были постоянные, потому как мы были не подготовлены. Просто мы вот сейчас мы знаем, что ходить надо только в масках, не кучковаться. Мы первое время мы не могли, обнимались, целовались, здоровались, общались. Для нас это было, конечно, очень дико, когда нам делали замечания. Нельзя обниматься, нельзя кучковаться, больше 3 не собираться, шутили уже. И как бы вот эта вот пандемия, вот этот карантин научил нас, жителей, соблюдать все меры предосторожности. Мы не знали, что это такое вот соблюдать меры предосторожности. Спасибо правительству, что вот такое вот нам привило. Абсолютно мы продолжали в обычном режиме заниматься рассадой. Вот как раз апрель-май, март-апрель рассадой занимались, ходили и продолжали на рыбалку, корюшку. Ну, естественно, в рюкзаках у нас были запасные маски, перчатки. Но на рыбалке мы далеко друг от друга делали луночки, чтобы соблюдать дистанцию. А так продолжали рыбачить, на рыбалку ходили. Больше стали выходить на рыбалку, больше стали хоть как-то пообщаться издалека, увидеться. По поводу, как повлиял ковид на традиционные праздники, ритуалы, я отвечу так, что с самого начала все массовые мероприятия были отменены. Тоже по привычке мы не могли не позвонить в СКИД, что там будет происходить, может, какое мероприятие. Допустим, Пасха
по привычке мы должны были пообщаться, там, яйцами поделиться, подарочками. Всего этого не было. Мы, каждая семья, проводили вот этот праздник Пасху по домам, по семьям. Нам все было запрещено, потому как это массовое мероприятие. Мгм. Ничего этого не произошло. Ну, был момент, когда в апреле месяце как раз у нас нужно было хоронить местного жителя. Тоже каким образом? Нет, нам сказали продолжать такие же ритуалы, только соблюдая меры предосторожности. Мы, естественно, все в масках, в перчатках, как положено. Как в тундру выехали, там все снимаем по привычке. М. Свобода, свежий воздух, ничего страшного. Здесь, конечно, тоже было тяжело. Занятия были сразу же все отменены. Сразу резко стали нам говорить переходить на дистанционное обучение, что для нас было очень неприемлемым. Причина нету отсутствия вот медиатехники или медленный интернет, ну, денежные средства, конечно, а также необходимых знаний вот именно по проведению дистанционных обучений. Абсолютно, мы были тоже не готовы. Отрезаны от школы, да, бедные дети. Были и срывы даже некоторые семьи, да, что уже не хочу дома сидеть, хочу в школу, хочу в садик, там вот такой вот примерно. Были примеры такие. По WhatsApp делились люди. Господи, когда же школы откроются? Родители тоже были не готовы к этому. Это каждый день дома, 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 дома. А это повлияло, да, вот именно семья сплотилась, это вот повлияло, да, это было хорошо, что всей семьей, но, правда, уставали родители, это непривычно для них. Нет, до 26 августа пока еще мы закрыты. А, И, скорее всего, по онлайну будет линейка 1 сентября. Еще ничего не известно. Мы еще на карантине Камчатка. После такого неожиданного стресса на дистанционное обучение было тяжело и учителям, и родителям. Естественно, летние каникулы, они ушли все сразу на каникулы. Это было тяжело с таким интернетом медленным и слабым. Не абсолютно сейчас в таком же состоянии, но сейчас вот после посещения Мишустина, главы правительства на Камчатку, вот на днях буквально. мгм. Вчера он вылетел с Камчатки, да. Пообещали, что с Чукотки до Камчатки будут наземный интернет. Как она называется? Оптоволокновый, волоконный. Наводить, да, мощный интернет, чему мы услышали очень рады, но что-то нам мало верится. Э, Если честно взять общий, то спокойно, все хорошо. В основном ковид нам завезли геологи, рыбаки со всей России, что приезжали на сезонные работы. Ну и кто там? Геологи, рыбаки и сезонные работники, да. Да не скажу, что много. Единственный случай был, да, вот у нас сторожил
Он лежал в онкологии в городе. После как все это началось, их отправили домой. То ли он летел, говорят, в самолете с рыбаками или там, не знаю, с заезжими. После этого он что-то быстро заболел. И вот умер он. Мгм. Сказали, что у него был коронавирус. Все проверяли, по-моему, все пронесло, все хорошо. Я бы не сказала, что там прямо жители, заболевшие стеличек, абсолютно не слышали. А среди коренных, Татьян, заметь, вообще никого не было больных. Да? Да, Это очень это хорошо, очень, да? очень хорошо, очень хорошо. Мы так переживали. Во-первых, спасибо Камчатскому краю, правительству закрыли сразу город. Только вывозили санзаданием, ну и один раз, может, в месяц или в 2 недели почту. А так, с периферии деревни вообще у нас закрыли все аэропорты, ну, перелеты. Вот это тоже очень хорошо спасло, помогло. Сейчас, да, открыли с 1 июня у нас, с 1 июля у нас открылись перелеты, спокойно, все хорошо, но опять же с соблюдением масок, перчаток. Опять же, да, спасибо правительству Камчатского края. Сразу у них там слаженно все подготовились. Сейчас они будут прямо в аэропорту Елизово, Петропавловск-Камчатского. Приезжих коренных, ну, наших жителей Камчатского края бесплатно тестировать на ковид, а приезжих без прописки с оплатой. 3 дня, а есть еще экспресс-тест, если по времени не успеваю, значит, вот сейчас на моем примере 12 октября я прилетаю. Меня предупредили в аэропорту за 3 дня до вылета с Москвы позвонить в аэропорт, надо ли мне тест проходить или нет. Нет, там только тесты каждый день делали тем, кто в ковидных отделениях работает. Да, с района, то есть район-то был закрыт, сельские поселки, а вот именно Аметистовая, где геолога, Мгм. и рыбацкие вот эти заводы. Хм. Нет, может, даже 20 человек не будет. Но для нас это было, конечно, страшненько. Мы боялись, что далекие северные поселки, как попадет вот эта зараза, как нам быть-то? Слава богу, закрыли все поселки. Вот это вот спасло. ФАПы, да, Мгм. ФАПы. Заведующая ФАПа одна хотела в июне в отпуск улететь, ее не отпустили, потому как карантин, и за людьми надо смотреть и так далее. Сказали в отпуске, и вот она только вот после снятия карантина вроде собралась в отпуск. А вот во время карантина им не повышали зарплаты или премии? Ну, вначале, конечно, были недовольства, потому что не всем сразу платили, и не вовремя, с опозданием, и непонятно, заплатит или нет. А потом, видать, Путин вмешался и оплатили. Да, у нас при инфекционном отделении было, но оно в аварийном состоянии, я не буду скрывать. И поэтому там вначале открыли отделение, а потом добавили центральной районной больницы отделение одно при
приделали для ковидных этих больных. Нет, их отправляли, тяжелых больных отправляли с заданием сразу. Я так поняла, старались быстро-быстро всех отправлять, чтобы не успеть это. Слаженно, хорошо. Не сразу, конечно, а все равно. И благодаря, мне кажется, таким быстрым действиям не распространился ковид среди сельских жителей села Тильчик. Ну, я хочу тоже сказать, что благодаря вот этим вот инструкциям, как вести себя, куда не ходить и так далее, люди понимали, постепенно стали уже понимать, что это для нас хорошо сидеть дома, лучше никуда не ходить. Вначале мы не понимали, что от нас хотят. Мы вообще, вроде мы современные люди, а пока не понимали. Потом, когда уже начали смотреть новости, что последствия очень плохие, если не соблюдать все предосторожности, то последствия будут очень плачевны. Да, но все равно короткими перебежками прибегали в гости. Бочком-бочком. Абсолютно все так же и осталось. Как по плану приходили пароходы, разгружали продукты. Во время открытия навигации самой уже, после зимы, естественно, никаких отклонений по привозу, допустим, горюче-смазочных материалов, да, ГСМ. В таком же плане привозили уголь, все это разгружались, все это разгружали. Все равно пароходами. Когда ждем. Почему было такое? Замерзала бухта, пароход приходил как мог, проталкивал лед и вставал. Если толстый лед, измеряли там и буранами перевозили продукты. Было такое у нас. Да, круглый год морем, потому что никак больше. Вот тот год я помню, не помню какой год. Бухта сильно подмерзла в марте месяце. Измерили лед, что более-менее для бурана сойдет. И бураны подскакивали к пароходу, разгружали продукты. И в самых таких тяжелых ситуациях все равно самолетом. Но если самолетом, то дороже продукты. Но все равно дорогие очень продукты. Очень дорогие. Пожилые, пожилые также все тоже долго не могли привыкнуть. Нет, 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 нет. Пожилые, наоборот, быстро привыкли к маскам и как-то ходили уже. К ним никаких замечаний не было. Женщины, по-моему, другие говорили, ой, спасибо, я дома, хоть все дела переделаю. Их мало было видно. Вот с детьми было тяжелее, да. Это приучать к маскам, дома целыми днями, они по привычке погулять им хочется, побегать, в снежки поиграть. Это март месяц, еще снег был. Поэтому почаще на рыбалки выходили целыми семьями. Молодежь тоже, их не удержать, все равно по привычке молодежь гулять просилась. Ну, туризма так такового нету, ой, нету вообще, а местный бизнес есть, конечно, но немного. Заработная плата получали, как обычно, в основном государственные предприятия. Никаких задержек не было.
Ну вот сейчас Центр культуры и досуга на высоте по мероприятиям онлайн. Они готовятся уже заранее, конкурс скидывать в интернет. Но опять же, все зависит от интернета. Да, я в основном, я первый раз скинула мероприятие по родному языку, так как мы преподаватели родного языка. Скинула я просто для пробы онлайн-урок «Дикие животные». Презентацию скинула, задание. Честное слово, не вышло, не прошло. Почему? А потом я начал плохой интернет, все из-за интернета. А Мгм. так люди с удовольствием, оказывается, по онлайну есть. Есть такие мощные интернеты у некоторых, может, богатеньких или кого, интернет такие мощные. Им нравится, да, они лазят много, смотрят конкурсы и так далее. Я скидывала правила поведения при встрече с медведями, так как сезон начался, май, июнь. Правила поведения при встрече человека с морскими млекопитающими, в частности, белухи. Правила поведения по противопожарной теме, на противопожарную тему, то есть Мгм. пора, горячая пора лета, помните, что нельзя ходить со спичками, с окурками и так далее, не полить в огороде траву и так далее. Ну, я говорила, что мы, разумеется, очень благодарны правительству за бесконтактное общение. Научили нас вот именно бесконтактно общаться. Мгм. Иначе бы, если бы мы не научились соблюдать такие правила, да, или как, соблюдение меры безопасности, привело бы нас к большим неприятностям или, может, самое главное, мне кажется, как прививались мы раньше с детства, да, как нас прививали ко всем этим болезням. И надо бы соблюдать вот эти прививки, чтобы делали постоянно. И чтобы вовремя препараты, может, доходили до населения, до больниц. Конечно, нас это не коснулось, но все равно вот мы сравниваем и новости смотрим по телевизору, и так. Не именно от ковида, а вот от других болезней. Очень-очень спасает, да. Честно, нет, но я лично слышала от своих родителей, была вспышка большая по туберкулезу. Какой-то момент был такой, прямо передавалось оно буквально семьями, пачками. Соблюдали, как могли, гигиену. И самое главное, не есть, не пить с одной чашки. Вот это вот я запомнила почему-то по рассказам. Со своими чашками ходили. Нас, они тундровые, нас, слава богу, семью не коснуло. Но Мгм. почему-то вот в 2000 году сестра моя младшая умерла от туберкулеза. Почему вот именно такое произошло, не знаю. Ой, слушайте умных людей, слушайте все, что вам говорят, соблюдайте все это. Мне кажется, вот это вот нас сплотило, помогло. Если бы мы не соблюдали вот это вот, что нам говорили, писали, твердили по телевизору,
Мне кажется, у нас бы было плачевное время сейчас, да. Ну и мне кажется, хочется сказать, сейчас я даже записала, извините, вот здесь. Амет аджан витинг манет валайкин. Кытылет олки. Амджай гочин ахат олгин аjuk jagalang. То паненач энang мечангвалang вак юнетик. Тухук атапун. Давайте жить хорошо. Не надо болеть. Придет время, и эта болезнь отпадет. И мы начнем по-прежнему жить, как жили. Всего доброго. Да, Чавчувенский. Коряхско-Чукотский, да, Чавчувенский. Мгм.